так называемую экранную, и ставьте мне подписки, лайки, комментарии, все, что поможет мне с продвижением моего видео, все, что замотивирует меня на дальнейшие начинания. Но теперь приступим к нашему разговору. Начнем с того, как можно помочь самому себе, если вы вдруг оказались в такой ситуации. И как бы то банально ни звучало, это выявить причину. Причину, почему ваше состояние образовалось. В целом, это бывает довольно-таки затруднительно, но и к тому, что этот аспект бывает довольно-таки многогранный и сложный. Редко депрессия выходит из какого-то одного неприятного момента. В том числе хочется затронуть и аспект физического здоровья, потому что оно немаловажно. Депрессивное состояние в том числе вызывается другими заболеваниями или какими-то недомоганиями, поэтому необходимо проследить за своим состоянием физическим, не только ментальным, за последнее время. Это могут быть любые признаки, проблемы со сном, проблемы с либидо, там, не знаю, может быть, у вас кровь до головы не доходит, потемнение в глазах, что угодно, может быть, абсолютно что угодно. И желательно бы сходить первым делом и обследоваться к врачу, не обязательно к платному врачу. Есть платные поликлиники, живем в России, за это должны быть благодарны. В любом случае, просто необходимо понять, с чем вы вообще боретесь, прежде чем начинать помогать себе. Это определенно упростит общую картину того, как вы будете выздоравливать. Затем сделать свою жизнь немножечко более правильной. Вот так вот в кавычечки возьмем. Да, в кавычечки возьмем. К чему это я? На самом деле есть много базовых вещей, которые помогают увеличить уровень жизни. При этом не то чтобы значимо, но касаемо ситуации, в которой пребывают люди с депрессией, любое улучшение идет как очень приятная добавка к жизни. И что из этого необходимо сделать? Какой вывод? Надо добавить базовые улучшения в сон. Спать побольше. Как бы то банально ни звучало, я понимаю, может быть, у вас там нет возможности, вы много работаете, учеба, еще что-то. Но касаемо вашего здоровья, его нужно ставить в приоритет. И здоровый сон – это нереально полезная штука. Люди, которые с этим не знакомы, очень многое теряют, как по мне. Также необходимо базово, хотя бы чуть-чуть наладить свое питание, свою диету. Я не прошу от вас есть только вареный рис, куриные грудки. Я к тому, что на самом деле качество еды очень сильно влияет на качество жизни. Это, конечно, зависит от некоторых людей. Кто-то может кушать только плохую еду и чувствовать себя прекрасно. Но, например, у меня это очень-очень-очень сильно изменило мое ощущение. Помню, как каждый день я кушал по 3 шоколадки и милка. Мало того, что я был весь в прыщах, я чувствовал себя ужасно. То есть это базовые советы по типу пить чуть-чуть побольше воды. Если вы пьете много жидкости, но это не вода, может быть там чай, кофе, стараться немножко сделать акцент именно на воду. Там, не знаю, вы не кушаете овощи, фрукты или кушаете очень мало. Там взяли с собой одно яблочко, взяли с собой один бананчик. Вкусно, полезно, питательно и вообще скрасит вашу жизнь фруктовыми красками. Затем следующий совет. Стараться поддерживать уровень жизни и не спускаться на уровень ниже. Что это означает? Это означает, что, например, если вы сейчас учитесь, работаете или в целом у вас какая-то активная деятельность жизни пересекается с этим недугом, необходимо как можно больше стараться удержаться на том же уровне. Это как минимум поможет вам в дальнейшем не впадать в еще более глубокую депрессию от того, что вы все потеряли и у вас все очень плохо. Каким руководством пользовался я, чтобы заставить себя из этого унылого состояния заняться хотя бы чем-то полезным, тем, что я делал в обычной жизни. База, спорт, работа, учеба. Я говорил себе так: мне
работе мне херово, когда я на учебе, мне херово, когда я в зале. Но при этом я прихожу домой, и мне все так же херово. Я просто спрашивал себя, какая разница, где мне херово, если моя жизнь в целом сейчас находится в херовом состоянии, то какая, собственно, разница, как мне ее проводить. Но при этом подсознательно я понимал, что это просто поможет мне остаться на плаву. К слову, из этого же пунктика вытекает следующий. Это пытаться найти себе какое-то занятие. Это может быть любая деятельность. Творческая, спортивная, рабочая. Вообще не важно. Она помогает вам отвлечься от этого состояния. Не важно, что это. Хоть с песочком поиграться. Хоть, не знаю, там, с паяльником посидеть, что-то попробовать. Это не обязательно должна быть какая-то супер полезная деятельность. Наоборот. Это должна быть какая-то ненагрузная, простая, мыслительная и физическая деятельность для большинства людей. Кому-то, может быть, наоборот, нужно что-то суперинтересное, сложное, вовлекательное. И сам факт, когда вы пытаетесь отвлечься на что-то другое, организм как бы где-то внутри подстраивается на этот уровень жизни. Вы пытаетесь получать удовольствие от жизни. И на самом деле, даже в глубоких случаях есть и вещи, которые могут все-таки принести маломальское удовольствие. Даже не знаю, трудно будет привести пример один, потому что их очень много. Очень много. Любая деятельность. В том числе даже базово пройтись по улице, прогуляться без музыки, просто вышел наедине с собой и со своими мыслями. К слову, это очень полезная вещь, потому что сейчас, как я знаю, очень мало кто остается вот именно наедине с собой. Много кто заглушает это ютубчиком, тиктоками и всеми социальными сетями. Мало кто из нас на самом деле остается наедине, в тишине, с самим собой. Когда я начал гулять, на самом деле я стал больше понимать себя. Это тоже деятельность, да, она никакого глобального взноса в мою жизнь не имела. Я не создавал, я не становился лучше, но как минимум я понимал себя, что в дальнейшем мне помогало. В целом, думаю, этот пунктик можно закрыть. Просто стараться найти себе какое-то применение. Я понимаю, прекрасно понимаю, что ничего, абсолютно ничего вас не интересует. Но в этом и суть. Если вы попробуете преодолеть этот барьер, возможно, вы сможете зафиксироваться на нем и пробовать уже на какие-то большие шаги переходить. В общем-то, да, я, кстати, много чего перепробовал. Я пробовал заниматься байкой, я пробовал ходить по секонд-хендам, я пробовал заниматься перепродажей, и это не было на каком-то высоком уровне, даже на среднем. Это было просто как дополнительная деятельность, которая иногда приносила мне интерес попробовать что-то, вовлечь себя во что-то. Затем, если вы чувствуете, что ситуация хуже некуда, я думаю, это самое время обратиться к настоящему врачу. Что это означает? Не стоит бояться медикаментозного лечения, не стоит бояться психологов. Возможно, в вашей семье это осуждаемо, возможно, вас никто не поймет, но от того легче не станет, если вы продолжите находиться в этом состоянии без того человека, который сможет грамотно с точки зрения медицины направить вас в нужную сторону. Потому что у меня случай был такой, что я проработал полностью себя. Все мои проблемы, которые возникали внутри, они ушли. Я с ними справился. Это заняло у меня около года. Но при этом состояние физической усталости, упада либидо и прочих болячек, которые идут в комплекте, никуда не ушли. И они не уходили еще долгое время. И я для себя на тот момент принял серьезное решение попробовать антидепрессанты.
даже если человек скупой на эмоции, даже если он не знает, как с этим помочь, даже если он не знает, что такое депрессия, вы поделились с этим, и как бы вы ни хотели, вам станет легче. Поэтому вообще не стесняйтесь. У меня была такая практика, что я знакомился с людьми, куча людей, просто вот первые люди. Я не начинал с ними разговор, там, ой, а у меня депрессия, вся хуйня. Я просто говорил об этом с ними, и как будто бы осознанно я начинал принимать это. И от людей, кстати, от некоторых людей я действительно получал здравые советы, здравые мысли. Они делились со мной чем-то, и, грубо говоря, так я находил свой круг общения. Не мы одни такие. Ну а кто об этом не говорит? А вот вы не стесняйтесь, это явно поможет вам разгрузить все, что купится у вас внутри. Давайте теперь перейдем к следующему шагу. Что делать не нужно? Не нужно, или как минимум стараться минимизировать вред своему организму. Селф-харм в любом виде его проявления. Я понимаю, что он успокаивает. Я понимаю, что он приносит удовольствие. Но, к сожалению, депрессия не вечна. А вот жизнь продолжается еще долго. И потом вы смотрите на все эти глупые шрамы или болячки, которые остались с вами после того, как вы накосячили, и живете с ними до конца жизни. Это раз. А два. Окружающие вас люди тоже вам сопереживают. И не все способны вам помочь. Все, что они видят, это лишь то, что вы причиняете себе вред, то, что вы себя не любите. И им от этого тоже становится, поверьте, грустно. В любом случае, старайтесь рационально относиться к своему организму. Это такой же ресурс, как время, как деньги, что угодно. И у него тоже есть свой предел, тоже есть свой расход. Поэтому, как бы вам ни хотелось, старайтесь минимизировать этот момент. Знаете, не стоит избегать помощи окружающим. Я понимаю, что помощь порой бывает вообще никакущей. Но я говорю сейчас про те случаи, когда человек осознанно не хочет и не верит, что ему могут помочь. Либо же он сидит и говорит, вот а кто они? Они ничего не знают про меня. Как они могут мне помочь? В любом случае, помощь от других людей, когда вы не в своей миске, не в своей тарелке с молоком, когда вы находитесь в неприятных для себя условиях, это большая глупость не принимать ее, какой бы она ни была. Даже если человек просто предлагает вас выслушать, воспользуйтесь этим шансом. Даже если человек просто предлагает обнять вас, воспользуйтесь этим шансом. Это же неплохо. Это никогда не было плохо. Все это к тому, что на самом деле одному с этим состоянием справиться действительно трудно, и вы не рыцари, вы не герой, который 100% выйдет победителем из этой сказки. Так, друзья, извините за паузу, мы продолжаем. Беда в том, что просто у меня тут заиграла музыка, я хотел проверить звук, все ли меня слышно хорошо. В общем-то, да, мы с вами продолжаем, переходим к следующему пункту. Это полностью закрываться от мира и уходить в себя, отрицать происходящее. Объясняю, почему это вам никак не поможет и навредит только вам. Каждому человеку свойственно иметь какие-то социальные ранги. Любой человек, даже самый лютый нигилист, самый ярый нигилист, он тоже в себе имеет
безразличием, в том числе и для себя, не только для окружающих вас людей. Поэтому так делать не нужно. Затем пробовать то, что вызывает зависимости. По-моему, это очевидно не нужно делать и в обычной жизни, но здесь хочется сделать особую пометочку. К сожалению, когда человек сломлен психически, ему свойственно находить способ искусственно спрятать эти чувства. Сейчас я не говорю вообще про запрещенные вещества в целом, что я очень осуждаю. Я говорю сейчас про все, про сигареты, про алкоголь, про какие-то вредные привычки. Все, что угодно. Это может быть игровая зависимость, я имею в виду гэмблинг, еще что-то. И опять же, беда в том, что, возможно, эти привычки могут показаться вам безобидными в момент применения, потому что ценность жизни для вас не так уж и велика, ценность здоровья для вас не так уж и велика. Но беда в том, что даже после того, как вы пройдете этап депрессии, эта зависимость, даже если вы перестали ей страдать на момент излечения, вернется к вам вместе с депрессией. Привычка заглушать свою душевную боль какими-то гадостями никогда ничем хорошим не оборачивается. Выходить из этого состояния нужно пытаться естественным путем, иначе это будет бесконечный цикл растраты себя и своих ресурсов. В общем-то, так. Затем перейдем к тому, как можно помочь человеку, с которым это случилось, у которого есть депрессия. Хочется сразу сказать, что это не менее сложно, чем быть обладателем депрессии, особенно если это ваш близкий человек, ребенок, друг, девушка, мужчина, неважно. В любом случае, вы абсолютно так же разделяете эту грусть. Возможно, и не показываете это, но когда ваш хороший, ваш любимый человек страдает, от этого легче явно не становится. И как же можно все-таки помочь нашему любимому человеку? Начнем с того, что человек во время депрессивного состояния порой принимает спорные решения. Не только спорные. В любом случае, вам необходимо как можно меньше критиковать этого человека. Лучше стать тем, кто его направляет. Быть тем, с кем он хочет быть, кого он хочет выслушать. Не давать ему ненужных советов. Когда человек поймет, что в вас он может найти поддержку. Поддержка в общем смысле. В любом действии, в эмоциях, во всем. Это определенно облегчит его судьбу. Когда у человека есть поддержка, именно настоящая поддержка, я бы сказал, что это облегчает ситуацию в 2, а то и в 3 раза. Поэтому на все мысли, которые озвучивает человек, старайтесь отвечать максимально нейтрально, положительно. Ну, конечно, если же мысли очень спорные, по типу «я хочу бросить все и уйти там в лес», нужно тоже грамотно, ненавязчиво выразить то, что вы с этим не согласны, и не просто сказать «чел, это хуйня», а объяснить, почему вы так считаете. И опять же, не делать это грубыми методами. Мужик, ты чё, хочешь уйти в лес? Как же ты, мама, как же папа? Делать это более мягко. В целом, стараться с ним не спорить, потому что я бы сказал, что каждая депрессия — это маленький мирок, которому похер на все, что вокруг него творится. Вот, и если вдруг вы будете часто вступать в конфронтации с таким человеком, то поверьте, он потеряет в вас того самого помощника, на которого он может положиться. Ваше мнение для него станет нелегитимным. Затем базовый, возможно, даже банальный совет. Будьте внимательны
пожалуйста, друзья, помогайте. Потому что если он вас об этом просит, то сам он этого точно не сделает. Он здраво оценит свои силы и поймет, что нахер ему это нужно. Ему ничего в жизни не хочется делать. Поэтому, если такой человек о чем-то вас просит, что, кстати, бывает нечасто, то старайтесь относиться к этому очень внимательно и открыто. Затем дайте человеку прожить эмоции. Я понимаю, когда он испытывает что-то неприятное, хочется ему помочь. Допустим, человек плачет. Беда в том, что часть людей побежит сразу же обнимать его, успокаивать и говорить: там, ты мой хороший, все хорошо, все будет хорошо, ты вообще умничка. Но беда в том, что, успокаивая человека, грубо говоря, вы не даете ему прожить эмоции. У нас есть естественный механизм, который помогает наладить наше ментальное состояние. Это вымещение эмоций в физическом плане. Поплакать. Просто поплакать. Что в таком случае предлагаете мне делать? Да, вот человек плачет, и что же? И что же, я оставлю его в беде? Ни в коем случае. Я предлагаю просто быть с этим человеком, когда ему плохо. Я предлагаю просто обнять его. Я предлагаю не душить его мыслями. Там, ой, а почему? Ой, как так случилось? Просто побыть с ним. И, может быть, потом, если человек будет готов к этому разговору, обсудить все детали этих эмоций. Но сам факт, давая человеку прожить эмоции, вы облегчаете дальнейшее его существование. Если человек испытывает лютый стресс и выплакает его в ужасном приступе истерики, то потом он будет спокойно спать, спокойно лежать и думать о том, что же не так. Возможно, вы даже замечали подобное на себе. Поэтому не забывайте применять эту же логику.